Субъективно, мне кажется, мне стало еще больше бомбить тест. Давайте посмотрим на сухие цифры. Субъективность все-таки для обезьян. Свободный и общий тестостерон на пике нормы. Друзья, я первый раз в жизни пришел на бизнес-форум. Рекламируем форум. Все хачапури разобрали, остался только салат «Цезарь» за 300 рублей, дамы и господа. Привет, я мистер Кувалда, а это мой друг. Мистер Кувалда. Не, хорошо. Главное, чтобы отлипало лучше, чем у Малаевой. Параллельно я более глубоко погрязал в биохакинг. Четвертое правило – не заниматься сексом в течение 24 часов. Со своей рукой в том числе. Написала Герман Граф, рассказывает нам про квантовые технологии. Оказалось, что стрептококки срут своими токсинами мне в кровь. Шок смотреть до конца. Как же я ошибался. Блять, я не снимал. Привет, я Федор. И мне разлочили Инстаграм, ура. И снова какая-то толпа индонезийцев хлынула по рекомендации с какого-то египетского видео с жирным стриптизом и запампила канал, ура. А на мелкие страницы запретили выкладывать фотки, и я теперь отрываюсь там с сериями и видосами. Тяжело быть порно-фотографом. В прошлом влоге было практически максимальное количество комментариев, ну не считая тех, где вы спамили, чтобы получить картинку. И это было прикольно, мне понравилось, я читал все это время. Пишите еще. Часть из этих комментариев вопрос про свет, Янгну, что-то там. Я говорил об этом во влоге из Калифорнии про криптовалюты. Запомните, там что-то вот найдите его, и я там его сказал. И даже написал, по-моему. Вообще, если я не отвечаю на вопросы, то я уже озвучивал их в своих влогах или, например, показывал и рассказывал и про татуировку, и про обработку, так что, если я вам не отвечаю, значит они уже отвечены, смотрите там все сами. А сегодня у нас, не поверите, снова биохакинг, дождались. Ведь это не разовое мероприятие, но система контроля сдержек и противовесов, бездарность или эффективность которой раскрывается лишь спустя месяцы или годы. И вот уже больше полугода прошло с тех пор, как я погряз в биохакинге. Вы, возможно, помните, как неуверенно и на ощупь все это начиналось, но сейчас я уже поднаторел, подразобрался и успел уже трижды сдать уровни гормонов и много чего еще. Так, друзья, мы смотрим Рик и Морти с Алисой. Эта симпатяшка поможет нам запаковать картинку для победителя прошлого конкурса. Волосы назад. И вот сейчас, да, туда-сюда крутись. Лицо больше к свету. И медленно-медленно животик к двери поворачиваешь. Выгибаешь его. Москва, утро. Я выгляжу как астронавт, потому что только что выбрался из постели. Мне что-то показалось, что очень холодно на улице. Знаете, когда выбираетесь только-только из-под одеяла, холод гипертрофированно чувствуется. Поэтому я решил достать свой любимый космический агрегат и направляюсь сдавать кровь, в этот раз в инвитро. Ведь прошло уже, наверное, больше месяца с тех пор, как я занимался биохакингом, и с тех пор я покушал витамин D, потренировался. Давайте же посмотрим, к чему нас это приведет. Субъективно, мне кажется, мне стало еще больше бомбить тест. Иногда я даже не могу сосредоточиться на работе. У меня включается режим поиска. Но не могу сказать, что это плохо. Это гораздо лучше, чем когда ты уныло валяешься. Тебе ничего не хочется, и ты такой ленивенький и грустненький. Просто нужно учиться обуздать это состояние и пользоваться им. Давайте посмотрим на сухие цифры. Субъективность все-таки для обезьян. Значит, все началось с половых гормонов банальных, от которых во многом зависит физическая форма и настроение. Когда первый раз сдал половые гормоны, я наблюдал очень противоречивую картину, полез разбираться, что же на них влияет помимо тренировок.
следующий раз я уже замерил в том числе и витамин D. Про него я рассказывал во влоге про тестостерон. Сюрприз, он оказался на днище. И так после этого я стал жрать витамин D, жить стало лучше, жить стало веселее. Что и подтвердилось цифрами вот этим вот самым зимним замером, который я показываю сегодня. Уровень эстрадиола упал больше, чем в 2 раза. Свободный и общий тестостерон на пике нормы. Я даже там где-то говорю, что меня вот уже начинает бомбить от этого ощущения. Это, конечно, все субъективно, но такое ощущение было. Хотя, да, надо заметить, что вот в первый раз замер был довольно кривой или в лаборатории кривой, потому что, ну вы помните, наверное, там просто какие-то непонятные были единицы. Ну и непонятно, насколько вообще правда было в том, что эстрадиол был такой высокий. Вообще, поговорив с качками и врачами, я выяснил, что в принципе в Рашке, да может быть и не только в Рашке, очень велика вероятность тупо напороться на кривую лабораторию, которая намерит все через жопу, и эти данные не будут иметь никакой вообще применимости. Поэтому лучше вообще мерить в разных лабораториях одновременно, но это пиздец как дорого и мне лень. Параллельно я более глубоко погрязал в биохакинг, и как выяснилось, там уровней намного больше, чем ракет с ядерным двигателем у российской армии. И вот уже этой весной я снова привычно сдавал кровь, это я уже не показываю. Теперь к стандартной гормоналке и витаминам добавился липидный профиль. АСЛО – это стрептококковый фактор, я сейчас про него расскажу. С-реактивный белок, фолиевая кислота и ревматоидный фактор. Ну да, и общий анализ крови, по которому можно судить о воспалительных процессах в организме. Про все, что в норме, я рассказывать не буду, почитайте, если интересно. А вот что не в норме. Не в норме сраные стрептококки. Оказалось, что стрептококки срут своими токсинами мне в кровь. Шок смотреть до конца. Сейчас возьмем. Короче, поправила волосы? Я тоже, смотри, какая у меня прическа. Друзья, я первый раз в жизни пришел на бизнес-форум. В общем, мы разобрались. Мы сначала шлялись кругами, и мы нашли шоколадку бесплатную. Первый бонус ранним инвесторам. Короче, теперь мы ищем вообще, что здесь делать, потому что там сейчас ничего не происходит. Все эти люди, они сейчас едят, потому что спикер не выступает. А мы с Настей нашли шоколадки и не хотим есть. Мы на армии старых трезвых людей. И здесь пока что так себе. Давай, рекламируем форум. Да, пока мы не можем найти ни хера, мы не знаем, где пить кофе, и мы... Счастливы. Бесят люди. Да, ее бесит люди, меня тоже бесит люди. Что это такое? Смотри, она же не может проехать. Мне нравится. Настя иногда любит разговаривать сама с собой. Так, друзья, мы продолжаем тестировать синергия, и сейчас мы пошли поесть. Значит, к сожалению, все хачапури разобрали, остался только салат «Цезарь» за 300 рублей, дамы и господа. Да, мясо Ложкой. есть? Мясо-то найди мне что-нибудь, кусок найди там. Ой, есть мясо, отлично. И, между прочим, куриный суп. Я не знаю, как его открыть. Очень грустно. Куриный суп. Настя, очень шатается стол, очень шатается стол. Вроде. Друзья, покушали мы нашу вкусную еду. 1000. Ну, 1000, ладно, пардон. Значит, за 1000 рублей. К сожалению, только ложки были. И теперь мы можем счастливо пойти. Теперь мы сытые и довольны. И мы удовлетворили наш инстинкт самосохранения, и теперь мы можем заняться либо размножением, либо развлечением. Поэтому пойдем слушать Германа Грефа. Правильно? Да. Как правильно сдавать кровь? Во-первых, это должно быть натощак. Я, пожалуй, перезапишу, потому что был сильнейший ветер, а у меня нету микрофончика петлички, которая бы все равно спасла. Первое правило – это не тренироваться в течение 48 часов до сдачи крови. Второе правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. Третье правило – выспаться перед сдачей крови. Здоровый сон гарантирует правильную выработку гормонов. Четвертое правило – не заниматься сексом в течение 24 часов, со своей рукой в том числе, до сдачи крови.
Еще одно правило: не есть с утра перед сдачей крови. Небольшое пополнение глюкозы может уменьшать уровень тестостерона на 15 и более процентов, что практически не сводит вас до уровня гипогонадизма, по-русски синдром маленьких яичек. Сраные стрептококки. Но что же это значит? Не так все фатально. Я думаю, что у многих из нас происходит то же самое. Если вы когда-либо были знакомы с таким словом, как ангина. Так вот, стрептококки — это типичные патогены человека. Они живут в небольших количествах, у нас в том числе и в гландах. Вызывают в том числе и ангину. Ну или, как медики часто пишут, хронический танзелит. И вот если вы в юности, как я, ходили без шапки после плавания и не сдохли, но при этом долго не долечивали ангину, то вероятность, что в ваших гландах количество этих прокариот завышено, довольно высока. Вот и ставят вам хронический танзелит, и вы живете, души себе не чаете в своих гландах, даже не подозревая, что продукты жизнедеятельности этих бактерий могут перманентно и, внимание, непоправимо подтачивать ваше здоровье, выносливость и т.д. и т.п. И, короче, их надо гасить. И в сортире их замочим. Обычно либо поддерживают иммунитет, либо удаляют гланды. Да, такая пища для размышлений пришла ко мне первым блоком. Продолжение следует. Ну, хотя продолжение уже началось, я уже сдал мазок из Зева, это, кажется, называется. И мне сейчас намеряют, сколько их там живет. И на какие антибиотики и другие факторы бактерицидные они реагируют. Если их там слишком много, я их замочу. Далее. Добрый день, дорогие коллеги. Ведете. Впервые выступаю перед такой аудиторией, 19,5 тысяч человек, даже себе представить не мог, даже когда еще ехал сюда. Да, ладно. И не тряситесь от страха. В целом я хочу сказать, что это время чрезвычайно интересное. Время, когда меняется все. Он показал, как искусственный интеллект убивает людей. Это действительно уже не будущее, это технологии, которые позволяют сегодня создать подобного рода боевое оружие, возможности диагностировать уже значительное количество болезней и по лицу пациента, общедоступными. Мы видим, что... Друзья, закончился греб, каких-то школьников хотят там наградить, но почему-то люди не ценят эту тему, все валят. Сфоткать. Кого? Меня. Как люди уходят? А, тебя? Типа... Типа я умный. Давай, скажи, как ты назвала Германа Грефа в сторис. Написала: Герман Граф рассказывает нам про квантовую технологию. Потрясающих школьников мегаполисов по таким базовым предметам, как математика, физика, химия, информационные технологии. Школьники, вы должны понять, вы никому не интересны. Все валят с ваших В награждений. этом году в нем приняла участие Только Настя смотрит, потому что 36 она недавно была школьницей. мегаполисов. Я ищу своих друзей. Я сильнее, как океан на твоих плечах. Подними меня вверх, чтоб я стала больше, чем я есть. А можно попросить, чтобы все включили свет на телефонах? Нет? Ну, не все, конечно, у кого телефоны есть. Что-то днище какое-то. В Инстаграме у девушек больше подписчиков, чем у парней. Парней с этим очень тяжело. Вот. Я снимаю смешные ролики, жизненные. Вот я так и набрал своих подписчиков. Я уверен, что я набрал не потому, что я там красивый, а потому что смешные жизненные ролики, многие узнают в них себя. Кажется, что на самом деле это применительно и к Инстаграму, и к Ютубу. Я, наверное, скажу сейчас достаточно банальную вещь, но тяжело, сами понимаете, выступать после таких людей, как Ричард Брэнсон, и толкать какую-то мотивацию, потому что я думаю, что здесь собрались и так прям достаточно занервничал, когда не он учитывая, говорит. сколько вы заплатили за билеты. Для того, чтобы добиться успеха и начать вести Инстаграм и Ютуб. Потому что этот чувак, походу, ради него все это началось здесь. Просто определиться, Сейчас Насу поковыряется на камеру. интересно. Я не очень... Давайте Гусейну поаплодируем, кто его знает. Кто знает Гусейна Гасамова? Никто. Смотри. Если так хлопать.
Ты громче будет. Хлопаешь громче. Знаменитый Ямада Сейн. Кто знает меня по пластинке? Давай. Я два слова скажу о нашем бизнес-клубе. Мы открыли бизнес-клуб «Синергия», потому что мы понимаем, что делать 2 или 3 раза в году ивенты это не решение. Пойдем. Итак, финальное впечатление. Еда. Говно. Спикеры, ну не говно, спикеры норм. Нет, граф мне понравился. Граф Герман ей понравился. Потому что он говорил по-русски. Эргономика, ну такое. Ну и, ребят, если уж вы зовете меня и предлагаете определенные билеты, блядь, и условия, то будьте добры соблюдать их. Так что пока что общий рейтинг, ну около, да, двоечки постоянно. Больше или... Коля. Ей понравился растолстевший Николай Соболев, между прочим. Да. Дамы и господа, запомните, хотите понравиться Насте, наедайте щеки. Ну, милашка. Гормональный блок, наши любимые. Тут небольшой сдвиг эстрадиола, который я связываю с одной авантюрой, о которой сейчас расскажу. Хотя урологи мне говорят, что это невозможно. Так типа не работает. А именно. Возможно, вы помните, как я ел 5-кратный витамин D и цинк. Я рассказывал о них во влоге про тестостерон и про свои добавки. Наши уже каноничные влоги упоминаются в суе каждый раз. Так вот, витамин D быстро кончился, это была маленькая баночка, как вы помните. И я пошел в магазин купить новый витамин D. И нового витамина D там не было. Его весь раскупили, это была зима, ночь, чернота в Москве. И не только. Ну вот, и я думал, что же мне сделать, где мне взять витамин D. И тут выяснилось, что мои австралийские партнеры засунули ровно то количество витамина D и цинка, которое я кушал каждый день, в свою баночку с тестостероновым бустером. Совпадение? Я им снимаю рекламу. Не думаю. Но вам не показываю. У них там куча, на самом деле, спортпита. Ну, в общем, это не для влога. Ну вот, и помимо... В пределах 100 метров, в одну и в другую сторону. Витамина D и цинка там были всякие известные широко травки, эффект которых наукой не доказан. Ну и вернее доказано, что эффекта там по сути вроде как и нет. Всем известный трибулус, гинка, мака, риосома, кажется риосома, хер знает как она называется. И я подумал, а почему бы мне не покушать витамин D и цинк вот из этих вот бустеров, потому что по сути это витаминный комплекс, я могу просто перестать есть цинк и будет все то же самое. Казалось бы, как же я ошибался. Ну, блять, реально, эти травки, они, по сути, вот как говорят, L-карнитин поможет вам похудеть, ни хера не поможет, и он так не работает. Ладно. Внезапно я почувствовал, как бы так сказать, ярко выраженный субъективный эффект. И не думаю, что это можно объяснить плацебо. У меня не было никакого ожидания на какие-то изменения. Так вот, меня начало просто адски бомбить. Привет, я мистер Кувалда, а это мой друг. Мистер Кувалда. Это тупо. Давно у нас во влогах не было квартирного вопроса. Давайте-ка разберемся, что там происходит. Мои модели еще застаиваются. Может быть, они красить не умеют, но есть и другое применение людской силушки. Ломать ведь, не строить. Меня бесит, что у меня в зимних шмотках все чешется. Сегодня вот эта девочка с ником в инстаграме красивая картофелина будет нам помогать крушить. Они заблокировали инстаграм. Тебе когда вы заблокировали? Пятница. Берег Кувалду, идем сюда. Желаю? Грузин, понятно, даже не будешь было грузин на видео. А у тебя есть какая-нибудь тряпочка на... Тряпочка? Да, на грудь. Тряпочка? Нет? Может, мальчик, наверное. Мне кажется, неплохо. Не, хорошо. Главное, чтобы отлипало лучше, чем у Ермолаевой. Я могу не сломать. Как ты должна. Вывезено. И похуй на меня почти. Медленно, как похуй я почти. Окей, теперь немножко оставляю и попробуем видеть. Близко к свету лицо. С другой стороны, голову вроде, может, говно прыгнуть.
И голову резко поближе, лицо на свет, ну, окошко вниз, губу опусти. Бич куда? Снизу херачишь вот. Снизу? Да, вот отсюда сюда бьешь пластилин. И сейчас сверху держишь, возьми и снизу, да. И размахивай снизу и бьешь как бы вверх, получается. Давай начнем делать. Да? Да. Готов? Погребай. Раз, два. Нет, ударь по полу вверх. Sister girl, I know you don't understand, but you're gonna have to understand. He's my man now. What you had is gone. Our thing is sweet. Our thing is stronger than any lie you can tell on me. Да, я думал, знаешь, ты будешь пробовать у нас свой, там, с брызгами совсем. Давай пробуем отсюда. Да. Угу, снимаю. Не, пока что. Когда я перестраиваюсь, очень двигаться. Просто краешку говорится. Да, куда-то в угол. Дай-ка пробую. Я думал, попроще будет. Можно забивать. Сейчас мы сделаем, как будто бы он был цел. Вот. Короче, ты ударишь по нему, ну, примерно так же еще раз. Как ты уверена, что удастся? Не смотрите теперь? Ну, пока, ну, не могу нарезать, что будет. Ну что, давай пробовать. He knows my heart, and that's the part. Your roots are dug up, so you might as well give up. I see your intentions. You can't handle the truth. He let you go a long time ago. Now it's time to turn him loose. Это я. Я почувствовал себя тем самым горячим, диким, горным который на каждую юбку оглядывается вокруг. Вообще, примерно таким же был лет 5 назад, но уже благополучно успел об этом забыть, все как бы немножко стабилизировалось с тех пор. Тут вспомнилось быстренько прошлое, и даже пришлось пересмотреть свою позицию по отношению к тому, что вот с высоким тестостероном ты будешь очень работоспособным и эффективным. Вот ни хрена. Ну, может быть, нет, с высоким-то нормом, с таким высоким, которого у вас давно не было, резко выскочившим, ну, там просто шарики едут. Слишком велик соблазн отвлечься, развлечься, жить здесь и сейчас, вот вместо долгосрочного планирования всей этой нудятины, про которую я рассказываю. Ну, зато было весело. Это было в Германии, посмотрите во влоге, что-то может там как-то это проявилось, я уже не помню. Жаль, что я тогда не удосужился намерить гормоны нормально, чтобы уже объективные данные получить. Не уверен, что хотелось бы повторять эксперимент ради этого, хотя это очень-очень любопытно, очень интересно бы получить цифры, цифровое подтверждение своих ощущений. Но прошел месяц, банка кончилась. И многие из вас, наверное, уже знают, что когда сначала очень хорошо, потом иногда и довольно часто очень плохо. И вот по окончании банки я почувствовал апатию, эмоциональный упадок и печальку. Я немного ошалел от разницы, но спустя там пару недель я уже настроился на свой новый нормальный гормональный фон и стал снова эффективным, работоспособным. Практически всегда, ну, часто, большую часть времени задротом, которого вы знаете, снова стал углубляться в нейробиологический научпоп и выпускать влоги чаще, чем раз в месяц. Вот как это было. Теперь вы в курсе детерминистической парадигмы гормональных инсинуаций, которые повлекли подъем частоты влогов. Блять, что я сказал сейчас? Да, кстати, по поводу нейробиологического научпопа, те там 2-3 человека, которые немножко в курсе и которые меняют мне Савельева. Ребят, я большую часть информации стараюсь потреблять из зарубежных источников. Я не очень увлекаюсь этим персонажем. Окей, давай поехали дальше. Солнышко в глаза светит, я аж немножко стал бодрее, как вы видите. Серотонин. Потом как-нибудь расскажу. Следующий, кстати, про дофамин, наверное, будет. Ладно, все, мы отвлекаемся. Ой. Ничего, надо провибрировать. Вот, сейчас
снимок его ногой можно добить, знаешь, так. То есть, смотри, ты видишь, у тебя с растяжкой хорошо? Ну, как? Вот смотри, ну то есть, Ну, просто коленом носишь, и вот, и весом своим. Ты можешь вот здесь переносить. А, сейчас ты ударила ногой, а ты именно весом должна. Слушай, у тебя неплохо получается. Вот у нас уже намного лучше, чем в прошлый раз. Прогресс. Жанна выносит с ноги ударом тип. Нет. Скажу правильно. А так же или как тебе? Не, я не так показал. Я как раз показывал обычный удар тип называется, когда ты толкаешь ногой, пяткой. Огонь вообще. Блять, я не снимал. Давай еще раз соберем. Огонь. Сейчас будем пилить. Просто упрись левой рукой. Ну, в упор сделать, да, чтобы выгнуться нормально. Правда? Сейчас отходи от нее и будешь заново упираться. Медленно подходишь и упираешься, выгибаешься. Нет, да, чтобы больше было расстояние нужно. Да, и когда будешь упираться, немножко локоть согни. Сейчас согни локоть, чтобы я просто понял. Нет, согни, чтобы пониже опуститься. Вот, ты толстая. Ну давай движение какое-то медленно вперед. Давай, держи. Смотри, вот я хочу, чтобы вот прям чтобы шел такой дымок. Ну, будем такие с амплитудой. Большой вперед, назад. Ну, по крайней мере, пробуй. Если ты вот выбираешь, ты ходишь вперед, ходишь назад. Попой крути. С дымком давай попробуем. Я тебе показывал. Чтобы именно сзади мне выходил вот сюда ко мне, дымок шел. Да, да, дальше. But you know it's a lie. You keep lying to my man, girlfriend. Ребят, мы все-таки решили поснимать пару фоток, потому что это слишком красиво только из-за видео. Попробуй руку выпрямить теперь. Руку выпрями теперь. Угу. Рукой возьми за шортики и вверх потягивай. Нет, за низ. Да, и попку на меня еще. Не так сильно. Нет, сильнее, теперь сильнее. И теперь немножко вперед опять подайся. Левую сильнее вперед выдай. Куда-то еще можешь, чтобы больше такой сделать выпад. Да. И лицо на меня поворачивай чуть. Первый раз снимаю на Sony с никоновским объективом мануальным. Ну, мануальным, потому что Sony автофокус не управляет. Потому что я сегодня не брал просто объектив для Canon, чтобы снимать фотки, но я думал, что мы не будем это делать. Но посмотрим, какие рава получится. Да, терпимо. Блин, ну... А, да, нет, все, короче, без визга в этот раз. Параллельно у Жанны, между прочим, разбанили Инстаграм. 21 век. Обратите внимание, розетки в поездах МЦК. Это будущее. В апреле я снова замерил свои гормоны и выяснилось, что эстрадиол вырос почти в 2 раза по сравнению с декабрем. Моя натура была склонна связать этот подъем не с тем, что я стал обабился. Нет, я связал это с тем, что это реакция организма на поднявшийся на фоне курса бустера тест. Тем не менее, профессионалы говорят мне, что это невозможно, что бустеры не влияют на твой гормональный фон практически. Это витаминный комплекс. Это как пить ослиную мочу ради этого. Душераздирающее зрелище. То есть это вообще никак не доказано. По сути, я пил тот же цинк и витамин D до этого, но, блять, я почувствовал очень выраженный физиологический эффект, который, к сожалению, противоречиво применим
повседневной жизни. Вот такие пироги. Сейчас прошел месяц с того замера, я снова чувствую небольшой бомбеж. Возможно, все восстановилось, откатилось к моим вообще нормальным, самым пиковым показателям, а может и нет. Может быть, это связано, я надеюсь, что это связано с тем, что я сдвинул свои тренировки в сторону утяжелений, и теперь гораздо меньше повторов делаю, зато гораздо больше веса тягаю. Надеюсь, я ничего не сломаю себе и не надорву. Надо бы сердечко, кстати, проверить. Что могу сказать про биохакинг? Вот за эти полгода у меня вполне появилось ощущение, что довольно реально управлять уровнями гормонов и другими вещами в своем организме, если знать, к чему стремиться, знать, что для этого делать. И никакие бустеры даже для этого особо не нужны. Они скорее вносят какой-то элемент рандомности и чрезмерности. Помни правила маленьких шажков, ты же помнишь? Но ради науки еще одну банку можно сожрать и померить. В этот раз надо все померить. Я не знаю, надо подумать. А вот, нет, я не буду устраивать голосование, чтобы вы решали судьбу моего туловища. Я сам придумаю себе, что с ним делать. А в следующий раз мы рассмотрим дофаминовую систему в контексте сексуального поведения. Возможно, еще чего-нибудь. А может и нет. А может я передумаю и влоги все закончатся нахрен. А может и нет. 2 лайка, 4 комментария и 8 подписок с вас. Чао. Ну и как бы этот влог про биохакинг бы получился, если бы я еще раз не сходил и не сдал все противоречивые анализы, чтобы узнать все-таки, что произошло с моим эстрадиолом за этот месяц, правдивы ли мои субъективные ощущения. И узнаем через день. Я, наверное, все еще буду это монтировать, так что посмотрим, я это вставлю. Дамы и господа, в завершение этого влога хочу все-таки озвучить. Наконец-то я получил данные по последнему замеру, получается 5-й. Хочу с гордостью сказать, что мои ожидания подтвердились, мое самовосприятие отъюстировалось. И действительно, мой эстрадиол пошел обратно вниз, ЛГ и ФСГ растут, прекрасно все бомбит. На этой прекрасной ноте завершим. Хотя я, возможно, заболеваю. Но об этом поговорю, наверное, через влог уже. О том, как гормоны стресса меняют восприятие и чем это интересно. В принципе, что это? Все гормоны меняют восприятие, и это и называется эмоциями. Но об этом в следующий раз или через раз.